Всем привет, друзья! Сегодня рассмотрим вот такую внезапную посылочку. Мне сделал сюрприз мой товарищ и коллега Михаил с канала «Хочу стать моделистом». На своем канале Миша показывает обзоры и сборки бумажных и пластиковых моделей. Ссылку на канал я оставляю в описании под видео. Обязательно переходите, подписывайтесь и поддерживайте его ролики лайком и комментарием. Честно говоря, я уже знаю, что находится внутри, но на момент получения даже не предполагал. И вот эта вот надпись «Осторожно, стекло» создает больше вопросов, чем дает ответов. Ну, давайте открывать и давайте посмотрим, какой сюрприз мне подготовил Михаил. А здесь у нас вот такой вот замечательный деревянный органайзер для литников. И что самое важное, его Михаил самостоятельно спроектировал и изготовил вручную. Ну, у меня просто нет слов, я в восторге. Очень приятно получить такой полезный подарок, да еще и изготовленный своими руками. Спасибо огромное, Михаил. Этот органайзер займет почетное место на моем столе и будет активно использоваться. Тем более, что у меня нет ничего подобного, и я уже задумывался о том, как можно организовать литники. Мне на стримах давали советы, я рассматривал какие-то готовые решения, и вот такое твое изделие пришлось просто вот как нельзя кстати. Выглядит, конечно, просто потрясающе. Прекрасно отшлифованные поверхности, отшлифованы все грани. Просто вот ощущается, сколько времени, труда, сил вложено, чтобы сделать все это. Кстати говоря, на канале Михаила есть ролик, где он подробно рассказывает, как проектировал и собирал это изделие. Ссылку я оставлю в описании под видео, обязательно заходите посмотреть. Давайте теперь рассмотрим поближе и немного протестируем этот органайзер. Здесь у нас в верхней части 4 отделения. Первое, самое большое, рассчитано на установку литников в вертикальном положении. И 3 других поменьше подойдут для хранения мелочевки, например, или же каких-то, возможно, каких-то инструментов. Посмотрим уже по ситуации, что здесь будет храниться у меня. В нижней части органайзера присутствуют 2 отсека, и Михаил предлагает в них устанавливать вот такие пластиковые контейнеры для мелочевки. Кстати говоря, за них отдельное спасибо. Я активно использую подобные контейнеры, и они у меня всегда при деле. Так что еще 2 дополнительных будут очень кстати. Вот таким образом здесь они замечательно помещаются. И все мелкие детали находятся под рукой. Давайте сейчас заполним органайзер и для примера возьмем модель автожира от Mini-Art. Обзор на эту модель недавно был у меня на канале, и если вы его еще не видели, то рекомендую ознакомиться. Вот таким вот образом литники устанавливаются на свои места. Все очень удобно, все под рукой. И таким образом порядок на столе будет обеспечен. В остальные отсеки, например, можно положить повторяющиеся литники, какую-то мелочь, подсборки, или же, например, декали и конверт с фототравлением. Также мелкие детали, сложенные в пакет, можно хранить также в этих отсеках. И что еще очень здорово, органайзер прекрасно помещается у меня на столе. Сейчас немного неудобно разворачивать камеру, но скоро я хочу снять видео об обновленном моем рабочем месте и обязательно покажу, где я разместил этот органайзер. Ну а что касается надписи «Осторожно, стекло», то вот вам лайфхак, как уберечь посылку от возможных повреждений. Наклеиваете яркую ленту, которая сигнализирует о том, что внутри очень хрупкий груз, даже если это не совсем так. И работники почты, я думаю, будут многократно аккуратнее обращаться с этой коробкой.
Интересный способ, я о таком даже не задумывался. Так что, кому нужно, берите на вооружение. Итак, друзья, вот такой вот сюрприз, вот такой вот полезнейший органайзер ручной работы я получил от Михаила с канала «Хочу стать моделистом». Еще раз хочу сказать спасибо за такой замечательный подарок и напомнить, что ссылка на канал Михаила в описании под видео. Ну а свой обзор я на этом заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно напишите в комментарии, как вы организовываете свои литники в процессе работы над моделью. Жду от вас обратной связи и до встречи в следующих роликах.